Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня с вами мы хотим уделить внимание 19 июня. Это день перед Троицей и это день Вселенской Троицкой родительской субботы. И сегодня именно мы хотим поговорить о том, что обязательно нужно сделать в этот день. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и поделитесь этой информацией с теми, кому эта информация действительно будет важна и полезна. Возможно, кто-то интересуется и хочет знать о том, как же правильно провести эту вселенскую субботу, родительскую субботу перед Троицей. Итак, друзья, Троицкая родительская суббота – это один из 8 поминальных дней в текущем православном году. И этот день носит название Вселенской и названо по ближайшему к ней празднику, а это Дня Святой Троицы. Троицкая родительская суббота отмечается всегда накануне Троицы, и в этом году она приходится на 19 июня, а сама Троица всегда приходится только на воскресенье. И в этом 2021 году все мы Троицу будем отмечать уже 20 июня. И в день поминовения в храмах служат заупокойные службы. Православные в обязательном порядке посещают в этот день церкви, кладбища и обязательно вспоминают своих ушедших родных и близких людей. В этот день, в Вселенскую родительскую субботу, принято украшать могилы близких свежими цветами и зеленью. Почему? Потому что к празднику Троицы природа уже окончательно проснулась, и все живое благоухает, все в зелени находится. Да и вы сами видите, какая у нас прелесть, какая прекрасная погода. Друзья, и Троицкая родительская суббота считается самым главным днем поминовения в году. В этот день вспоминаются не только родные и близкие, но и все умершие христиане на свете. Давайте уделим внимание тому, что же обязательно нужно сделать в этот день, 19 июня, в родительскую субботу перед Троицей. Постарайтесь в этот день посетить храм и принять участие в общей молитве, прося у Господа Бога вечного покоя и прощения для ушедших родственников и близких когда-то вам людей. В этот день постарайтесь подать специальные записки на панихиду с записями имен тех, кого забрал к себе Господь. Если вы первый раз пришли в церковь и не знаете, как это сделать, подойдите в церковную лавку или, как правило, в храмах, в церквях ходят женщины, они пожилые, они отличаются от нас, людей, и подойдите и спросите, как это сделать, и они обязательно вам подскажут, где взять эти записочки, какие это должны быть записочки, потому что есть записки на здравие, а это другие записочки, они вам подскажут и скажут, как написать. Поэтому не стесняйтесь, в церкви всегда открытые люди и всегда готовы помочь. Также постарайтесь в этот день, 19 июня, друзья, посетить кладбище, навести порядок на могилах усопших, поминая добрым словом тех, кого уже нет рядом с нами. После посещения храма и кладбища вы можете накрыть поминальный стол и помянуть за ним своих близких и родных вам когда-то людей. Также сегодня не возбраняется выполнять какие-то домашние дела и работу, но в первую очередь это не должно мешать посещению храма и кладбища. Теперь давайте пару предложений уделим внимание тому, чего же нельзя делать в Троицкую родительскую субботу. Как и в любой другой значимый для православных христиан день, нельзя ругаться, ссориться, сквернословить и драться. Также в этот день нельзя поминать дурным словом усопших. Нельзя поминать умерших близких алкоголем. И вы знаете, в этот день существует обычай во многих регионах оставлять еду и напитки на могилах.
Конечно же, церковь не запрещает этого делать, но мы все-таки рекомендуем вместо этого подать милостыню нуждающимся. Так это будет по-христиански, и таким образом через еду чужих людей эта еда дойдет до тех людей, которых уже нет с вами. И, друзья, также считается, что в эту Троицкую родительскую субботу нельзя купаться в речке, в пруду и вообще в любом другом водоеме. И этот обычай пришел к нам еще с языческих времен и вот так вплелся в православные традиции. Вот, друзья, у нас такая с вами вот Вселенская родительская суббота, 19 июня в субботу. А помним, что у нас 20 июня уже Троица, и нам обязательно нужно подготовиться к этому празднику.